Китайское терпение и долгосрочное планирование — это феномен, который заслуживает отдельного обсуждения. Этот удивительный пример демонстрирует, как через 70 лет упорного труда, смекалки и настойчивости на голом песке пустыни Муус теперь растут зеленые травы, цветут яркие цветы и поют птицы. Эта трансформация стала возможна благодаря продуманной и целеустремленной программе, внедренной правительством Китая. Сложная битва с пустыней началась еще в 1959 году, когда Китай понято осознал, что сосредоточение на природном богатстве страны требует не только стратегического подхода, но и готовности к длительной борьбе с опустынившимися землями. Одной из основных проблем было соседство с пустыней, которое облекло в себе серьезную угрозу. Песчаные дюны, подхваченные ветром, медленно, но верно наползали на плодородные земля, убивая их с каждым годом. Для наглядности, некоторые регионы могли терять по несколько десятков километров земли всего за 10 лет. Вопрос встал ребром. Либо пустыня поглотит китайцев, либо они найдут способ отвоевать у нее свои земли. На первом этапе борьба инициировалась методом высадки деревьев. Китайские власти начали с создания зеленого пояса вокруг пустыни, живой преграды, призванной остановить дальнейшее распространение песков. Интересно, что в 1970-х годах в стране был принят новый закон, согласно которому каждый гражданин Китая старше 11 лет был обязан ежегодно сажать 9 деревьев. Учитывая, что это были такие виды, как эвкалипт, лиственницы и тополя, усилия граждан были направлены на то, чтобы внести свой вклад в озеленение и восстановление экосистемы. Эта инициатива породила не только экологическое движение, но и новый импульс для местного бизнеса. Горожане начали прибегать к услугам сельских жителей, которые взяли на себя ответственность за выполнение обязательства по высадке деревьев. Это способствовало процветанию местных фермеров, которые либо самостоятельно выращивали саженцы, либо закупали их, подготавливая почву для дальнейшего развития. В результате появился даже специальный веб-сайт, позволяющий людям заказывать выполнение древесного налога за себя и таким образом оказывать помощь в восстановлении экосистемы. Какие же грандиозные результаты принесли эти усилия? Пустыня, некогда бесплодная земля, теперь радует глаз обилием зеленых полей и жизни. Засеянные районы не просто прикрыли поверхность, но и благодаря системному подходу и современным технологиям стали настоящими сельскохозяйственными территориями. За год поля на этих землях теперь производят около 1000 килограммов зерна, в то время как ранее этот показатель составлял лишь 150 килограммов. Это означает, что местные жители не только обеспечивают себя, но и могут продавать урожай, увеличив свои доходы в десятки раз. Примечательно, что ранее жизнь местных жителей находилась на грани нищеты, и материалы для существования были минимальными. Но благодаря усилиям по озеленению и продаже саженцев, на основе чего была выстроена новая структура местного бизнеса, качество жизни жителей деревень значительно улучшилось. Посаженные еще в 60-х годах деревья успели вырасти и начали выполнять свою благотворную роль. Они удерживают влагу в почве, производят кислород и способствуют возрождению местной экосистемы. Интересный факт. С высоты все еще можно увидеть, как почти мертвая территория, некогда считавшаяся безжизненной, постепенно возвращается к жизни, так что пустыню уже не повернется язык назвать пустыней. Тем не менее, нельзя не учитывать и неудачи, которые преследовали данную программу. В 2008 году озеленение столкнулось с серьезными трудностями, когда в результате однообразия высаженных деревьев только 3 вида произошли катастрофические потери из-за болезни, охватившей весь лес. Это привело к тому, что около 1/5 части высаженных деревьев погибли. Такого удара удалось избежать на протяжении десятков лет упорного труда и преданности делу. Сейчас, согласно последним данным, в
Шэньси больше нет пустыни на картах Китая. Практически удалось озеленить 94% пустынных территорий. Хотя прогресс временно замедлился из-за пандемии COVID-19, после двухлетнего перерыва озеленители с новыми силами вновь приступили к работе над завершением проекта. Остается лишь немного времени до полной победы, и все уверены, что Китай не остановится на достигнутом. Но возникает вопрос, стоит ли оставить хотя бы маленький кусочек пустыни для разнообразия? Этот вызов природа и человечество, кажется, успешно преодолевают вместе. Этот опыт имеет общемировое значение, поскольку подобные проблемы опустынивания стоят перед многими странами. Экологический проект Китая демонстрирует, что, несмотря на сложности и длительность борьбы, можно добиться положительных изменений, приведя к улучшению качества жизни миллионов людей и восстановлению экосистем. В этой связи интересно отметить, что инициатива по озеленению пустыни Му-Ус не только обрела локальное значение, но и получила международное признание. Эта работа была отмечена как образец эффективного сотрудничества между государством, обществом и частным сектором в реализации крупномасштабных экологических проектов. Успех программы вдохновляет другие страны и регионы на решение подобных экологических проблем. Кроме того, необходимо отметить, что борьба с опустыниванием не только природной, но и социальной проблемой. Улучшение экологической ситуации в регионе напрямую влияет на экономические и социальные условия жизни местных сообществ. Экономический рост, обусловленный развитием сельского хозяйства и туризма, становится ключевым фактором в снижении бедности и повышении уровня жизни местного населения. Поэтому важно продолжать поддерживать и расширять программы по озеленению и экологической реабилитации территорий, чтобы обеспечить устойчивое развитие и улучшить условия жизни для всех. Таким образом, программа озеленения пустыни Му-Ус является ярким примером того, как целенаправленные и долгосрочные усилия могут привести к глобальным позитивным изменениям. Эта история служит свидетельством силы человеческого потенциала и возможностей, которые открываются перед обществом, когда оно объединяется ради общей цели — сохранения и улучшения состояния окружающей среды для будущих поколений. Этот успех можно рассматривать как основу для более широких и масштабных проектов по восстановлению и экологической реабилитации территорий. С учетом опыта Китая в этой области, другие страны и регионы могут разработать свои собственные программы по защите и восстановлению природной среды, учитывая местные условия и потребности. Это будет способствовать глобальному сотрудничеству и обмену передовыми технологиями и практиками в области экологии и устойчивого развития. Поэтому важно продолжать поддерживать и расширять международное сотрудничество в области экологии, чтобы решить глобальные экологические проблемы и обеспечить устойчивое развитие для всех. В заключение, история озеленения пустыни Му-Ус является вдохновляющим примером того, как через долгосрочные усилия и стратегическое планирование можно изменить практически любую ситуацию. Это напоминание о том, что каждый человек и каждое общество могут внести свой вклад в улучшение состояния окружающей среды, и что совместные усилия могут привести к глобальным положительным изменениям. Этот опыт будет ценным уроком для будущих поколений, которые будут продолжать решать проблемы экологического характера и работать над созданием более устойчивого и зеленого мира. Поэтому важно продолжать поддерживать и расширять программы по озеленению и экологической реабилитации территорий, чтобы обеспечить устойчивое развитие и улучшить условия жизни для всех. В завершение отметим, что программа озеленения пустыни Му-Ус является ярким примером того, как природная среда может быть восстановлена и улучшена, если есть в этом желание и необходимость. Это подчеркнуто в последних исследованиях, которые показывают, что восстановление экосистемы
может привести к значительному улучшению состояния окружающей среды и качестве жизни человека. Поэтому, продолжая эту тему, отметим, что важно поддерживать и расширять программы по озеленению и экологической реабилитации территорий, чтобы обеспечить устойчивое развитие и улучшить условия жизни для всех. Это будет способствовать глобальному сотрудничеству и обмену передовыми технологиями и практиками в области экологии и устойчивого развития. Этот опыт будет ценным уроком для будущих поколений, которые будут продолжать решать проблемы экологического характера и работать над созданием более устойчивого и зеленого мира. Поэтому важно продолжать поддерживать и расширять международное сотрудничество в области экологии, чтобы решить глобальные экологические проблемы и обеспечить устойчивое развитие для всех,